Всем привет! Сегодня речь пойдет вот о такой довольно известной уже всем фрезе. Пришла она мне уже с месяц назад, и уже месяца 2-3 как шли еще и такие пластины для нее же. Весь Алиэкспресс исписан отзывами о качественной упаковке. Для чего они пишутся, я не совсем понимаю, ибо они не несут никакой практической пользы. А по факту фреза приехала с поврежденными гранями. Причем, если вот на эти повреждения можно не обращать внимания, в общем-то, то, например, вот в этом месте было повреждение прямо плоскости пластины. И мне пришлось подгонять плоскость надфилем. А вы все говорите, что русские вещи нужно подгонять напильником. Вот еще одно повреждение. Эти повреждения, естественно, получены либо на заводе, либо при упаковке. И какой смысл писать о качественной упаковке, когда повреждения появляются намного раньше? Фреза простейшая, садится она на оправку. Оправку я не заказывал. Оправка имеет цилиндрическую посадку и крепеж болтом. Оправку я не заказывал ввиду дороговизны, во-первых. Во-вторых, у меня же здесь специфический цанговый патрон, и я же, скорее всего, захочу подкорректировать длину этой оправки. Поэтому тратить деньги напрасно не стал. А вот изготовлением оправки я как раз и планирую заняться. Ободрал одну сторону на черновую с припуском целый миллиметр, потому что я собираюсь дотачивать это все в центрах. Ну и самое время вспомнить, что пора заканчивать мучения вот с этим резцом, несмотря на всю его феноменальную жесткость. Правда, здесь у меня уже обломанная пластина. Он совершенно не годится для больших съемов и для вот такой черновой обдирки. Он, конечно, снимает, очень неплохо снимает металл, но при этом вот видите, какая стружка. То есть он его перегревает. Что стружка, что сама деталь очень сильно греется. Это говорит о повышенных нагрузках. Кроме того, если неверно выставить вот этот угол, если использовать его вот прямо так зажав, он вообще не будет нормально снимать большие съемы. То есть я корректирую угол, чтобы он был максимально перпендикулярен детали, сама режущая кромка. Тогда он режет много, но при этом возникает слишком много нагрузок. Обычный резец у меня уже сколько раз ломался, кривенько заточенный. Для черновой работы он годится куда больше, как показала, по крайней мере, моя практика на этом станке. Все-таки сталь 40Х очень даже непростая, не слабая. Почему-то сталь 45, сколько я точил, точилась намного проще. Слушайте, уже 10 раз пожалел, что взялся за эту затею точить из цельного кругляка. Куда проще, конечно, было насадить на горячую колечко, ну или даже приварить на более тонкий вал. 40Х точится прям очень неохотно. Черновая обработка завершена. Можно было, конечно, все сделать сразу,
Но мне же интересно поэкспериментировать. Поэтому сейчас я отправляю ее на фрезеровку. Что это за стандарт такой? Непонятно. Хотя остальные посадочные размеры обычные, ровные в миллиметры. 22 и глубина там тоже 22. И перед тем, как приступить к фрезеровке, на этот раз чуть более заранее вспомнил, что кулачки патрона на поворотном столе в ужасном состоянии. А фрезеровать эту штуку, конечно, куда проще на поворотном столе. Кулачки там были сильно испорчены предыдущим поломанным корпусом патрона. Я пытался проточить. Ситуация уже значительно улучшится, если я проточу хотя бы в другом патроне эти кулачки. В другом патроне не из-за того, что мне лень менять патрон, а из-за того, что посадочный поясок у этого патрона и у того, который стоит на поворотном столе, заметно отличается. Но на самом деле, после первого прохода казалось, что не все так плохо. Видимо, все-таки сами кулачки криво выточены. Конечно, нужно резец использовать потолще, но у меня в наличии только такой, я в основном обрабатываю маленькие детали. А оправку я намеренно зажал в упор кулачкам, а не за самый край, потому что не собираюсь зажимать во фрезерном на последнем зубчике какие-то детали, ибо это опасно, это уже нужно делать в оправке. Вот так вот делали кулачки. Это у нас 90-градусный уголок. А зачем лучше? И так сойдет. Поэтому, собственно, вот эта кромка и кривая. А я-то думал, что это патрон настолько убит. А вот так, для сравнения, выглядит почти новый кулачок. Это после предыдущей шлифовки. Поверхность после шлифовки, конечно, все же аккуратнее. Но патрон убирать после проточки куда проще. Ну, на первый взгляд, даже схождение кулачков значительно улучшилось. Ранее здесь были огромные зазоры. Правая часть стола демонтирована. Снята одна плита для другого очень важного действия, о котором я пока вам не расскажу. Но это мне абсолютно не мешает расположить на левой плите поворотный стол и фрезеровать на нем. Помешать здесь может разве что вертикальный шпиндель, ну и это не беда. Пробуем, что же у нас тут получилось. Судя по показаниям индикатора, ровным счетом ничего. У меня закрадываются некие сомнения по поводу не патрона, а самого поворотного стола, так как где-то на половине хода у него возникло дополнительное усилие на ручке поворота. И что-то мне подсказывает, что по идее нужно проверять сам стол внутри, а не патрон. Произвел касание, вот здесь вот еле-еле заметное. И сейчас на половину диаметра смещу по лимбу. Так вот сходу пропилил один паз. Не повторяйте моих ошибок. Новая фреза явно затупилась буквально за один паз. Быстрый рез, конечно, очень плохо уже берет эту сталь. Ну а тем временем осталось сделать 45 оборотов штурвалом и развернуть эту штуку на 180 градусов. Фреза затупилась. Похоже, что окончательно. Целая куча мучений ради фрезеровки всего лишь двух пазов. Прошел уже обе стороны. Тут бы, конечно, пройти зенковка еще, но, к сожалению, он еще в пути. Осталось только просверлить отверстие и нарезать резьбу. На этот раз сверло тупое.
сверло с содержанием кобальта. Проверим на нем. В очередной раз убедился, что центра это не для ТВшки. Но посмотрите, во что превратилась поверхность. При этом резец то не берет металл, то просадил мне тут на пару соток уже конец. То есть это нужно иметь в виду. Делать что-то в центрах ТВшки просто не хватает жесткости. И скорее всего тут даже шабрение кардинально проблему не решит. В прошлый раз, когда я точил вал для фрезерной приставки, у меня тоже с одной стороны возникло биение. Я даже использовал жесткий центр, но сути дела это не поменяло. Все это снимаю и проточу обычным способом. Там хотя бы я буду знать, что у меня в районе нескольких соток биения, и оно никуда не уйдет. Садится с небольшим натягом. Осталось сделать здесь в торце резьбу крепежную, перевернуть, проточить хвостовик. Судя по фотографиям, вот эти сухарики должны быть явно каленые, ну или по крайней мере из крепкой стали. У меня же имеется лишь 6-миллиметровая листовая сталь 40Х, а 45-й нет и вовсе. Поэтому решил гулять так гулять. Отрезал такой вот блинчик. Постараюсь выгрызти из него квадратик. Вот этот радиус буду делать, скорее всего, просто на наждаке, так как отверстие находится не в центре радиуса, причем на оригинале оно также. Несущие тут явно вот эти две кромки, верхняя и нижняя. Меня же уже упрекали в том, что я из круглого делаю квадратное, а из квадратного круглое. Думаю, что я уже достаточно затупил быстрорезных фрез для того, чтобы наконец вспомнить, что у меня есть летучка со сменной твердосплавной пластиной. На сей раз я значительно уменьшил радиус обработки, и двигатель справляется с этим на ура. Здесь вы можете наблюдать мои параллельки. Ну уж извиняйте, какие есть. Когда я узнал стоимость на параллельной подкладке, моя жаба меня задушила. Мне нужно получить угол 90 градусов. Один торец. Я прошелся. Слушайте, поверхность почти как шлифовка. Для этого я использую уголок. Нужно будет прижать к боковинке. И в таком виде зажать. Если вдруг кого-то интересует судьба пластины после столь яркого искообразования, вот она, ничего с ней не случилось. Есть, конечно, незначительные коцки, но они хоть как будут. Самое интересное даже не это, а то, что обошлись мне эти пластины в районе 250 рублей пачка. Тут куда больший косяк, то что на малом диаметре начинает затираться грань резца. Но, видимо, придется будет его подточить, чтобы не мучиться и не гадать с точком сверления этого сухарика, так как отверстие будет далеко не в радиусе. Зажал деталь в тиски, выставился по уже просверленному отверстию, он сюда заходит под натягом, и просверлю прямо так.
Обязательно стоит отметить, что головка для этой фрезы должна быть выставлена максимально точно, чтобы не было обратного зацепа. И наблюдается повышенная нагрузка в момент, когда цепляет не одна, а сразу несколько пластин. Возможно, что станок будет дробить. Ну а в целом все выглядит неплохо. Вы обязательно увидите эту фрезу в одном из моих следующих экспериментов. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.